Здравствуйте, друзья! С вами Пластмассовый енот, канал АТП и не только. Представляем вам свой перевод на русский язык ролика с канала RGINK. Спасибо каналу RGINK за отличное видео. Добрый день, с вами Джейсон Робинсон, компания RG. В этом видео мы разберем, как измерять температуру расплава. Контроль температуры расплава – один из ключевых параметров при документировании технологического процесса. При этом корректно измерить ее достаточно сложно, особенно если стремиться к высокой точности измерений. Сегодня я покажу несколько способов измерения и поделюсь рекомендациями, которые помогут получить более стабильные и достоверные результаты. Почему вообще следует измерять температуру расплава? Дело в том, что нельзя исходить из того, что заданная температура материального цилиндра всегда соответствует фактической температуре расплава. Иногда при установленной температуре, например, в 245 градусов Цельсия, и при измерении фактической температуры расплава пирометром значения совпадут. Но чаще будет наблюдаться расхождение. Например, при температуре материального цилиндра в 245 градусов Цельсия фактическая температура может быть от 220 до 225 градусов Цельсия. Или наоборот, при тех же 245 градусов можно получить 257 или даже 260 градусов. Небольшое отклонение – это норма для любого термопласт-автомата. Однако есть несколько причин, которые могут вызвать такое отклонение, особенно если ранее оно не наблюдалось на рассматриваемом термопласт-автомате. В моей лаборатории в Вудстоке установлены две машины, менее года в эксплуатации, с очень похожими шнековыми парами. Но чтобы получить одинаковую температуру расплава на выходе из сопла, мне приходится задавать разницу примерно в 17 градусов при установке температуры материальных цилиндров на этих машинах. Причин для этого может быть несколько. Одна из них связана с отличием геометрии шнеков. Даже для шнеков общего назначения. Шнеки общего назначения, произведенные одним и тем же изготовителем, не всегда идентичны и могут иметь немного разную степень компрессии. Также может отличаться и соотношение длины к диаметру шнека. Другая причина – это особенности работы самого термопласт-автомата, а именно степень загрузки цилиндра для конкретной формы, которая установлена в данный момент. Работа ПИД-регулятора нагрева, то есть как контроллер подает сигналы на нагреватели, алгоритм их выключения и включения. Прочие факторы, которые могут повлиять на температуру расплава, это поверхность шнека, его скорость вращения, а также в меньшей степени настройки противодавления. Что необходимо учитывать перед измерением температуры расплава? Первое – безопасность. Я в защитных очках. Мы будем работать с горячим пластиком, поэтому защита обязательна. Необходимо также использовать термостойкую перчатку. В качестве еще одной меры безопасности можно использовать кусок картона, чтобы дополнительно защитить руку от горячего расплава. Второе. Термопласт-автомат должен работать стабильно в течение определенного времени. Машина за моей спиной работает около 15 минут. Это ТПА с усилием смыкания в 40 тонн, со шнеком диаметром 22-24 мм. Для машины такого размера обычно требуется 15-20 минут, чтобы температура расплава стабилизировалась. Нельзя просто сделать несколько впрысков и сразу начать измерять. Температура будет ниже, чем при устойчивом режиме работы. Чем больше машина, тем больше времени ей потребуется, чтобы выйти на такой режим работы. Третье. Подготовьте все необходимое оборудование заранее. У меня есть перчатка, картон и пирометр. В лаборатории мы используем несколько типов этих приборов. Этот пирометр удобен тем, что фиксирует максимальное значение температуры, и мне не нужно постоянно отслеживать ее. Кроме самого прибора, крайне важен и тип датчика. Этот датчик тонкий и имеет малое время отклика. Он немного медленнее, чем еще один, но в целом главное использовать датчик с быстрым откликом. Это позволит минимизировать охлаждение расплава самим датчиком и быстрее зафиксировать реальную температуру. Тип датчика более важен, чем сам пирометр. Также мы немного поэкспериментируем и с этим устройством. В конце видео я покажу, как именно его использовать. Последовательность и точность действий крайне важны. Результат сильно зависит от того, насколько грамотно вы выполнили все действия. Как быстро произведен впрыск расплава, как быстро вы извлечете расплав, как быстро ведете датчик и как будете перемешивать его внутри расплава. Все эти действия влияют на итоговое значение. Также рекомендуется использовать один и тот же тип датчика. Использование одного и того же прибора не настолько важно, но тоже может быть полезным. Некоторые специалисты предпочитают предварительно прогреть датчик.
Быстродействующие датчики менее требовательны к прогреву, но предварительный нагрев датчика никогда не помешает. Я бы советовал всегда выполнять прогрев одинаковым способом. Например, если вы собираетесь прогреть датчик горелкой, что наименее предпочтительно, так как при использовании горелки много что может пойти не так, то используйте именно этот способ и в остальных случаях. Можно также использовать устройство предварительного нагрева. Например, прибор для калибровки термопар, на котором есть возможность установить точную температуру. Проводить измерения без преднагрева также допустимо, просто используйте датчик с малым временем отклика. Если вы будете измерять температуру расплава непрогретым датчиком, обязательно проверьте температуру еще раз. Еще один метод нагреть датчик – приложить его к материальному цилиндру термопласт-автомата примерно на 3-4 минуты. Существует и еще много способов преднагрева, единственное правило при этом – соблюдать постоянство методики. Сейчас мы попробуем измерить температуру расплава на практике, и я дам несколько советов и рекомендаций. Спасибо. Машина запущена и настроена. Я подготовил кусок картона, термостойкую перчатку и датчик. ТПА уже работает в стабильном режиме. Я включил режим фиксации максимальной температуры на пирометре. Так что если температура поднимется и затем опустится, мне не придется волноваться о том, что я упустил максимальное значение. Вы сможете увидеть ее прямо на экране прибора. Я надеваю перчатку и перевожу термопласт-автомат в полуавтоматический режим. После завершения цикла я включу наладочный режим, отведу каретку назад, выполню впрыск расплава, извлеку расплав и погружу в него датчик. Температура материального цилиндра установлена на 227 градусов во всех температурных зонах. Каретка полностью отведена назад, теперь необходимо выполнить впрыск расплава на кусок картона. Посмотрим, что получится. Далее необходимо извлечь расплав. Затем я ввожу в него датчик и буду перемещать щуп, как бы разминая пластик вокруг него. Постарайтесь не извлекать щуп, как я только что сделал. Полученное значение 192 градуса Цельсия. При этом температура цилиндра установлена на 204 градуса. Я пока не уверен, что это точно правильная температура, и вот почему. Это очень малое количество расплава для измерения. На таком объеме пластика всегда сложно проводить измерения, так как материал остывает очень быстро. Если вы работаете на большой машине и объем выходящего расплава составляет от 900 до 6800 грамм, измерение температуры становится значительно проще, а на небольших объемах впрыска возникают некоторые сложности. Теперь я попробую использовать другое измерительное оборудование. Это оборудование аналогично тому, что мы используем в RG, а именно устройство для измерения температуры расплава. Внутри него есть небольшой пластиковый изолятор и два магнита. Оно немного меньше направляющего кольца. Необходимо поместить в устройство датчик таким образом, чтобы он оказался в углублении в центре, а затем с помощью шестигранного ключа зафиксировать его. Далее нужно приложить кольцо к форме и направить сопло к датчику так, чтобы расплав выходил прямо на него. Горячий пластик будет сразу воздействовать на датчик. Таким образом, данный метод измерения температуры определенно исключит ошибки из-за человеческого фактора, а также обеспечит одинаковую технику измерения. Давайте проведем измерение с помощью этого устройства и сравним с предыдущим методом измерения, в результате которого мы получили 191 градус Цельсия. Я отодвигаю цилиндр. Датчик зафиксирован внутри устройства для измерения температуры расплава. Сейчас я устанавливаю это устройство так, чтобы канал был направлен вниз. Закрываю защитный кожух зоны впрыска. Плавно подаю узел впрыска вперед. Как и в прошлый раз, пирометр настроен на фиксацию максимального значения температуры. Это другой прибор, но у него тоже есть такая функция. Далее я выполняю впрыск расплава.
Итак, мы получили 192, 380, 193 градуса Цельсия. 194 градуса на этом пирометре. Температура поднимается до 196 градусов. И это максимальное значение. Данный способ предоставляет более стабильные результаты, особенно если на предприятии измерения выполняют разные операторы. Во время работы с этим прибором щуп не двигается, в сравнении с предыдущим способом, когда я проводил измерения, удерживая пластик в руке. Расплав поступает прямо на датчик, поэтому если это датчик с малым временем отклика, результат будет очень быстрым и точным. Устройство исключает различия в скорости действий, положении датчика и длительности контакта, так как техника измерения каждый раз будет одинаковой. Если бы вы хотели узнать, где мы приобрели это устройство, пожалуйста, оставляйте ваши комментарии под этим видео. Измерение температуры расплава – это крайне важная процедура при подготовке пластика перед литьем. Если фактическая температура отличается от рекомендуемых значений для конкретного материала, будет сложно правильно выполнить остальную часть процесса и поддерживать его стабильность. Поэтому нужно поддерживать стабильную и точную температуру расплава в соответствии со спецификацией поставщика. Диапазон температур плавления для каждого пластика указан в паспорте материала, и необходимо быть уверенным, что пластик поступает из сопла, имея температуру в этом диапазоне. Мы не можем ориентироваться только на температуру нагрева, установленную на ТПА. Как можно было убедиться ранее при установленных 192 градусах. На всех температурных зонах, включая сопло, мы получили максимальное значение в 193-194 градуса Цельсия. Если измерения проводятся 2 или 3 раза подряд, с использованием только такого датчика температуры, и при этом показания отличаются не более чем на 5 градусов, полученные результаты можно считать достаточно точными. Если одно значение сильно отличается от других, обычно температура ниже, повторите измерение. Если получен другой результат, возможно, в прошлый раз была допущена ошибка. Если в результате 2-3 измерений подряд результат отличается на 5-10 градусов, полученные значения действительно близки к реальной температуре расплава. Если вы используете такое устройство, точность измерений повышается, так как этот метод более надежен. Если у кого-то есть вопросы или замечания, пожалуйста, оставляйте ваши комментарии под видео. Спасибо за ваше время и внимание. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, поставьте лайк и обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски. И помните, профессионалами не рождаются, ими становятся.